Теперь меня убегает, у нас все плохо. Кто он? С темными вещи, которые говорят, красивее люди. Пора мне руку на каждую. Да не всегда мы будем. И да. Мой дорогие мои будут. Поехали. Привет. Это Дженнет. Извините, я взломала ролик, чтобы сказать, что мой блог Яндекс.Дзен находится в описании. Спасибо за внимание. Что самое гадкое вы когда-либо слышали от привлекательного человека? Работала с очень красивой и в целом очень приятной девушкой, которая как-то раз сказала: «Я лишь хочу, чтобы его мать поскорее умерла, и он снова смог уделять мне больше времени». У мамы ее парня был рак шейки матки, и вскоре она действительно умерла. Охренеть! Кстати, сейчас они уже женаты, и что-то я сомневаюсь, что она когда-нибудь говорила ему про свои прошлые желания. «Неважно, что это за духи и где я их купила, все равно тебе такое не по карману», сказала одна моя знакомая пожилой женщине, которая сделала ей комплимент, сказав, что от нее приятно пахнет, и спросила, какими духами она пользуется и где она их купила. Вот же мерзость. Что за дура? Люди задают такие вопросы не потому, что собираются что-то купить, а потому, что они таким образом хотят сделать комплимент. Одна очень популярная и красивая девчонка сказала: «Если я когда-нибудь стану знаменитой, я никогда не обниму толстого фаната. Они такие потные и противные, я бы даже фотографироваться бы рядом с ним не захотела». Вот же ирония, сейчас она сама растолстела. Пошла на свидание с парнем, который был в несколько раз выше моего уровня, и я это знала. Тем не менее, он захотел встретиться со мной, так что я согласилась. Я начала говорить о своих увлечениях, до этого момента все было хорошо. Как вдруг он посмотрел на меня и сказал: «Знаешь, меня пиздец как бесит, что ты такая эмоциональная. Может, если бы ты была чуть менее радостной, то больше бы мне понравилось». Оу! У меня была соседка по комнате, которая всегда ныла, если в жизни у какой-то другой девушки случалось что-то хорошее. Она сразу же начинала говорить: «Но она даже не красивая. У кого-то появился новый парень, но она же вовсе не красавица. Какая-то девушка устроилась на работу, которую она хотела, но она же едва тянет на 8. А что, 8 это плохая оценка по ее шкале? Я бы хотела, чтобы меня считали 8, лол. Если у моего ребенка будет депрессия, я его тут же вышвырну из дома. Хуже всего то, что эта девка хочет много детей». Мне, как человеку, работающему в сфере психического здоровья, стало очень больно от этого комментария. Что более разрушительно для человека: быть в депрессии или быть ребенком такой мрази? Трудно сказать. Депрессия — это всегда плохо, но лучший способ вылечить ее — это иметь мощную группу поддержки, на которую можно было бы опереться. Люди, которым действительно не все равно, могут дать человеку почувствовать, что его жизнь ценна. Выгнать ребенка из дома — это, конечно, ужас, но мать, выгоняющая своего ребенка с депрессией, это совсем кошмар. И прежде чем продолжить, минутка полезной информации, не перематывайте. Дорогие подписчики, вы хотите стильно и недорого одеваться? Тогда рекомендую оставить и... Одна очень красивая девушка, жившая на моем этаже в общаге колледжа, сказала о другой соседке обычной внешности: «Я ее не перевариваю, она ведет себя так, будто считает себя красивой». Эта девушка средней внешности была замечательным человеком, она была очень искренней и умной. Меня взбесила и очень расстроила мысль этой дуры, что кому-то не позволено быть уверенным в себе, не будучи при этом красивым. Моя лучшая подруга только что обручилась со своим парнем, и мы отмечали Новый год с еще 20 друзьями. Один из моих друзей начал встречаться с новой девушкой, которую он привел на праздник. Мы все были рады познакомиться с ней. Он представил ее нам, и мы обсуждали, как моя подруга обручилась с парнем. В этот момент новенькая попросила показать ей кольцо. Подруга протянула руку, и эта девушка тут же говорит: «Боже мой, оно такое маленькое». Мы все были просто ошарашены. Моя подруга простая девушка и никогда бы не захотела себе большое вычурное кольцо. Это просто не в ее стиле. Совсем недавно мой друг обручился с этой девушкой. На самом деле я с ней хорошо поладила, и она мне очень нравится. Но я никогда не забуду то ее
замечание. Первое впечатление о человеке довольно тяжело забыть. Чувак хвастался, что заставлял девушку, с которой встречался, делать для него всякие вещи. Он говорил, что она сильно запала на него, поэтому соглашается на все это. К примеру, она мыла ему посуду, забирала его после пьянок в барах, приносила ему лекарства и прочее, когда он болел. Он говорил, что клеил только страшных девушек, потому что только они занимаются подобными вещами. Честно говоря, это хуже всего на свете. Конечно, я немного преувеличиваю, потому что даже в этом треде я читала вещи пострашнее, но все же. В подростковом возрасте все, кто мне нравился, считали меня страшной девочкой, потому что у меня был лишний вес, я одевалась как пацан и так далее. И меня всегда использовали в своих интересах. В старших классах меня всегда пытались взять в команду для групповых проектов, зная, что я буду выполнять основную часть работы. Когда я стала постарше, парни названивали мне по ночам и предлагали по-быстрому перепихнуться. А я велась на это, потому что была наивной и доброй. И все это очень сильно убивало мою самооценку. Я уже 6 лет живу со своим нынешним мужчиной, а он все еще пытается восстановить мою самооценку после всего этого дерьма. Меня просто тошнит от таких парней. Был день рождения моего друга, и несколько его горячих подружек специально приехали из Нью-Джерси. Когда мы выходили из ресторана, к нам подошел старый бездомный и вежливо попросил немного мелочи. Одна из девок сказала ему очень неприятным тоном: «Мы работаем на работе, знаешь, что это такое? Иди найди себе такую». Бездомный ответил: «Извините, что побеспокоил вас, хорошего вечера». Как же у меня с этого сгорело. Мой интерес к этой бабе сразу же упал до нуля. Быть милой мне ни к чему, я же красивая. Да, ну идут под ним. Люди готовы делать для меня все, что угодно. Блэ. Печальная правда заключается в том, что она права. Если бы люди перестали относиться к людям, основываясь на их внешности, на свете было бы меньше таких вот зазнавшихся мразей. Изменено. Ей уже за 50. Недавно она похвасталась мне, какая она горячая, и что парни в возрасте 20-30 лет до сих пор прямо говорят ей, что она красивая. Везет же некоторым, правда? Хорошо, что она и ее столь же одержимый внешностью мужчина слишком старые, чтобы иметь детей. Так что они не дадут обществу еще одного нарцисса. Ей будет очень херово, когда ее внешность перестанет ее удовлетворять. Она останется старой, недовольной блядью, которой нечего будет предложить людям. Playboy-модель Дэнни Мазерс выложила в Snapchat фотографию полной пожилой женщины. Она стояла голая в раздевалке спортзала. Модель оправдала свой поступок, сказав, что она хотела поделиться этим фото с подругами, а не выкладывать его в свободный доступ. Как вам ее оправдание? Мой бывший, который был очень привлекательный, как-то раз сказал, что изнасилование считается чем-то плохим только в том случае, если оно случается с красивой девушкой. Если же девушка некрасивая, то она должна быть благодарна за то, что кто-то вообще захотел к ней прикоснуться. А еще он сказал, что если красивую девушку изнасиловали, то для него она сразу же становится менее привлекательной. Ёбаный урод. Что за нахуй? Он считает женщин людьми или объектами? К сожалению, я узнала, каким конченным козлом он является только через 10 месяцев после того, как он изолировал меня ото всех и всего, что придавало мне уверенности. Я больше 3 лет была его объектом, но сейчас я свободна и счастлива. Я пришла на занятия по балету к своей дочери. Рядом со мной села другая очень красивая мама. Она оглядела зал, посмотрела на других мамочек и сказала: «Так, надо определиться, кто мне тут не нравится». Озлобленная выросшая девочка. Когда мне было 16 лет, я пошла на свидание вслепую с парнем. Все это время он вел себя очень мило. Я думала, что все прошло хорошо. Потом я поговорила с парнем, который нас свел, и он передал мне его слова. У нее неплохая фигура, но я бы ей не советовал улыбаться на людях. У меня тогда были кривые зубы, которые мои родители так и не удосужились исправить брекетами. Меня это очень сильно задело. Теперь этот чувак превратился в неудачника, который не платит алименты, а я жена и мама в хорошей семье. И у меня теперь ровные зубы. Ах да, я так никогда и не переставала улыбаться. Фу, и этот тип пытался со мной заговорить, представляешь? Как же меня бесит, что люди думают, что только потому, что у них хорошая внешность, они лучше остальных. Я зашел, чтобы написать именно про это. То, что ты красивый, не делает тебя по своей сути лучше кого-либо. Я латиноамериканец, оба моих родителей из Мексики, и в настоящее время я работаю в Южной Калифорнии. Я вообще не похож на латиноса и вообще довольно редко упоминаю про свою расу. Если чел изначально не в курсе, то он посчитает меня простым белым парнем, если не брать в расчет мою мексиканскую фамилию. Я работаю с очень симпатичной рыжей девушкой и пригласил ее на свидание. Все шло замечательно, пока она не заговорила о том, как сильно она ненавидит латиноамериканцев и что все они должны оставаться в Мексике. Свидание продлилось недолго, я оставил ее платить за ужин и не стал подвозить до дома, потому что был очень зол. Несколько лет назад я стоял в очереди на кассу в магазине. Передо мной был
было два человека. Первым был мужчина, явно бездомный. Он отсчитывал мелочь, чтобы купить себе немного еды, что-нибудь попить. Прямо за ним стояла супер горячая блондинка. Она была нарядно одета, вся в макияже и так далее. На протяжении всего времени, что я был в очереди, наверное, минуты 3, она делала очень громкие неприятные комментарии. Что-то так воняет, почему так долго? И бросала мерзкие взгляды на бедного бездомного. Бедолага просто пытался взять себе немного еды. И последнее, чего ему хотелось, это испытывать к себе такое гнилое отношение от какой-то левой бабы. Я был молод, и у меня не хватило духу что-то ей сказать. Меня до сих пор парит то, что я ничего не сказал и не подошел к нему, чтобы заплатить за него и купить ему то, что он хотел. Случись подобное сегодня, я бы громко сказал ей: ну лучше так, чем быть ебаной бешеной сукой. Моя сестра одна из самых популярных девушек в школе. Главным приоритетом в ее социальной группе является... Не будь таким, как эти манов. Это тупо. Я такой, ситуации тупее. Красота и популярность. Она и ее друзья называют непопулярных или менее привлекательных людей неликвид. Когда я учился в школе, за такое могли избить. Почему бездомные не могут просто исчезнуть? Я не хочу видеть их, когда гуляю по парку. Ой, прости, принцесса, я не знал, что их странное желание существовать в этом мире мешает тебе сидеть на скамейке и скроллить инсту. В свое время я занималась в тренажерном зале. Туда ходила очень привлекательная девушка. Знаете, она была из той категории девушек, с которых трудно отвести глаз, потому что она реально очень красивая. Я подошла к беговой дорожке и начала ходить. Через несколько минут она встала на соседнюю дорожку рядом со мной. На другой дорожке, чуть подальше от нас, занималась женщина, которая на вид весила килограмм 130. Эта красавица наклонилась ко мне и говорит: что эта жирная мразь делает здесь? Разве она не должна сидеть дома и жрать твинки? Она выдала свой наигранный смешок и думала, что я посмеюсь. Но я лишь посмотрела на нее и сказала, что если она так думает, то это полный пиздец. По крайней мере, эта женщина старается что-то делать, она пытается похудеть. Я встала и ушла на другую дорожку поближе к большой женщине. Поддержала ее и сказала продолжать в том же духе. Через 1,5 года эта крупная женщина сбросила более 70 килограмм и стала прекрасно выглядеть. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, что самое гадкое вы когда-либо слышали от привлекательного человека. Немного. Молодец, выходили. Он это сами. Да. Зачем так говорить людям? Я не даю. Не будь таким, как это, не будь. Будь какой-то вещи, людьми. Так, это секрет наблюдаться. Не уверен. Пока.